Все, приехали. До свидания. На посадку к поезду проходите на платформу через тоннель. Почти приехали, если что. Вот уже это 3-я молодежная. Через 300 метров поверните налево, а затем поверните налево. Поверните налево, а затем поверните налево. Если бы я курил, я бы сейчас, наверное, так сигаретку закурил, вот и постоял бы, посмотрел на рощу рядом со своим домом. Прикинь, просто такой вообще кайф, вот реально дом возле рощи. Просто вот лес. Я сейчас живу в Питере, в Девяткино, это абсолютно какая-то экзистенциальный тупик. Жить в муравейнике. Здесь вообще другой вайб совершенно, просто вот другой. Алло? Запахи. Вот сейчас рубашечку на твое платье повешу, и все будет хорошо. Тут тетя Галя писала еще до обеда. Сынок дома или не дома уже? Сынуля. Напиши, что приехал. Скажи, что скоро приду к ней. Может быть, даже завтра. Он с какими сумками зашел. Я говорю, Тёма, ты навсегда к нам. Он говорит, ну я ж на целый месяц. Это фестивальный. папа делает? Папа пошел водки выпил еще. 100 грамм. Я в шоке нафиг. Авангард мой проиграл нафиг. Ой, лучше молчи, а. Счет в серии Не 3-2 в то нашу говори, пользу. чё. Играет сейчас от Балашихи, как бы дома у себя. И вот что, второй период уже шпарит во всю Ивановскую, а счет все 0-0. Никому 2-0. Петров дубль. Серия возвращается в Казань, друзья. Нас ждет развязка в 7-м матче. Ну и вот тут я как бы между делом разговаривали. Ну а почему бы мне не сказать, что говорю, у меня вот Артем сын тут какой-то проект задумал, у нас в Омске будет, на родине у тебя тут что-то делать туда-сюда. Ну они как бы сразу все, о, Юра, нам билетики, пожалуйста, потом, если что. Так что ничего такого как бы Я уже наелся. зазорного нет. Зазорного в моей популярности? Вообще ничего Нет, я имел в виду, может, ты правильно сказал, ну что они это, про билетики-то тут. Я бы тебе добавил, но у тебя там что-то непонятно на дне. Ну, сильно сажались. Перчик. Ты меня слышишь вообще или нет? Сейчас я... А вот если я уже наелся, что делать? Ну, посиди с нами 5 минут еще, да и... А я еще пирожочек спекла. Ага. То, что наш сынуля приехал и поживет хоть дома в кое веки. Что, других стаканов нет? Так, а что-то это чай. А мне нравится, он вместительный. Я просто хочу за ваш приезд выпить, за встречу. Вот за это давайте тогда и выпьем. Вот сказать тебе честно, как бы я... Ну, чтобы никого не обидеть. Я-то, в принципе, просто простой работяга. 39 лет работаю только вот на шинном заводе. А Артемка-то совсем в другой сфере как бы крутится, вертится нафиг. Ну вот я и говорю так вот, ну да, конечно, приятно, что это самое. Артем приедет, не знаю, что он тут снимет, что у него получится, что там вообще он задумал, что там это будет за спектакль нафиг. Я ж не разбираюсь в этом деле нафиг.
Ну и все, в принципе, а что я могу еще сказать? Ну не скажу же ему: Артем, я всю жизнь отработал на заводе, и ты иди следом за мной на завод. Жестко. Ой, как жестко, пиздец. Выбрал такой путь, значит, все нормально. Прям страшно. Там за гаражами злые кутежи приезжали. Там за гаражами злые кутежи держали. Седые псы голодными глазами кости грызли за гаражами. Доброе селенье пизды дают, как по щучьему веленью. Ну вот я буквально вот на этой площади, да, стоял много раз, как бы ждал, пока начнется какой-то спектакль или фестиваль. Но именно в состоянии вот этой вот туманной перспективы будущего, такое вот именно юношеское чувство какого-то чуда, да, которое, возможно, когда-то со мной случится, когда я попаду в профессию. Именно попаду, тогда только так мыслили. Ну идешь такой... Ебать, я не заметил. Такие милые все. Я надеюсь, они такие и есть на самом деле. А кто гондон, скажи честно? Есть гондоны в труппе? Ты на камеру сказала. Меня зовут Артем, как вы, наверное, знаете. И то, что спектакль называется «Так, как меня зовут», это такой прикол, конечно. Для меня это абсолютно фантастическая сейчас ситуация с точки зрения эмоций, потому что за 15 лет я здесь был 4 раза. Так вышло. И всегда дней на 5. Я много где уже работал, но мне очень хотелось именно в Омск приехать. Но вообще никакого, просто, никакого канала связи ни с чем. Просто то, что я делаю, здесь как-то не нужно было, скажем так. Как-то так вышло. Хотел узнать, что такое автофикшн. Это литературный жанр. А поподробнее? Типа Pulp Fiction. Поздний капитализм, в котором мы живем, и такое как бы дикое потребление, и как бы тотальный контент повсюду, да, контент, везде контент. И как бы возникает вот такое ощущение, как и говорят исследователи, и я с ними согласен, что вот как-то вот всем что-то хочется поискреннее, чтобы сейчас все было. И поэтому очень сильно развивается вот такое вот все автобиографическое. Искусство перформанса полностью на этом построено. Просто все от человека идет, да, от его как бы сущности. Будет 2 акта. Первый акт — это все, что до приезда, а второй акт будет писаться по мере того, как мы будем репетировать. И он будет про Омск, про то, как мы репетируем. Это такой спектакль про спектакль. Пляшет вот это время туда-сюда, как бы оно идет. При этом я как бы пишу из декабря, из января, из февраля, но про то, что происходит в итоге у нас в мае, но еще и о том, что со мной было, когда я был студентом или школьником. Но хочется, чтобы это не была роль, это как просто какой-то чувак, который говорит «я». Ну вот так для смелых, как бы, последний вопрос от меня. Ну вообще, что думаете? Как бы безумие, нет? Ну как бы дичь или Вообще пока проект? ничего не понятно. Будем посмотреть.
Я с вами до конца, в любое время суток, если не надо кувыркаться. Это единственное, что я делаю. Кувыркаться единственное? Не, да, я не умею кувыркаться, у меня начала кружиться голова, я стала. А все остальное... Шпагат, руками, ногами. Здрасте. Здрасте. Сейчас извините, пожалуйста. Аля. Витина книжка лежит. Ближе к 5 подъедьте, ведут, пожалуйста. Там что-то придумали. Не, надо. Надо вообще встряхнуть, растормошить, потому что, говорю, вот это рутина, там, репетиция, спектакль, и все уже как зомби там ходят. Разговаривал с ними сегодня. Ну, есть такое, да, ощущение, что люди как-то так... Есть немножко- некое одновременное чувство есть от труппы, вот что она такая как бы, ну, не тухлая, это видно, но в то же время разобщенная внутри, как бы есть такие как бы неоднозначные реакции. Конечно же, они за многое просто уже не шарят, не слышали, не видели. И вот чувствуется, что какая-то часть компании ждет, что мы будем делать, а какая-то очень так, ну, как бы, то ли на лени, то ли на подозрении. Ну, будем разбираться. Я еще Вы сейчас в каком режиме начинаете работать, получается? Я придумал 3 дня. Так. Первых знакомств. Так. Плюс у меня есть еще одна такая стратегия демократическая. Я позвал всех, без распределения спектакля. Я позвал всех, через 3 дня у меня будут индивидуальные встречи. Если кто-то захочет отсечься, он уйдет из проекта. Кто захочет остаться, тот останется. Не нравится тебе работать? Да, ты обязан по контракту, но как бы можно договориться и не работать как бы в этом спектакле, если тебе там, я не знаю, материал там коробит. На самом деле, спасибо еще раз. Это Я называется... в диком воодушевлении нахожусь. Бьемся с принципом пророка нет в отечестве своем. Не, ну правда, я очень хотел здесь работать всегда, потому что нет ничего тоже целебнее, чем, ну как бы, вот дома работать, потому что я все-таки до сих пор, вот я по району прошелся сразу. Что-то сегодня не так воняет в подъезде. То у них бывает такое вонище стоит вообще. Приходи, мой солнышко. Когда такое бы случилось, вот не ждали, не гадали, взял и Я давно говорила, хоть бы приехала. отпусков нету. Мама хоть там иногда к вам там куда-нибудь прилетит, приедет, а мы-то и не видим, и не слышим. Мы-то стареем, вы взрослеете. Я думаю, я теперь чаще буду приезжать, потому что раньше-то и возможностей не было, денег не было, сейчас что-то чуть-чуть появилось. Инспекция провела. Кстати, ты тут про Мясникова вспоминал. Он ко мне заходил несколько раз. Ничего, у него лицо человеческое? Да. А что с ним? Может быть, тоже? Ну, он такой уже. Мужик. По сравнению с тобой. Ну, не видно, видно, что молодой, но молодой мужчина уже. И он такой Ну, типа, вот крепкий. Ну, в смысле, не дети? Артемку посмотришь, Так он... кто ему может сказать, что ему сороковник на носу будет? Ребенок. Это же вообще. Я еще в круглосуточно работала. Он... Такая печать Она у судьбы него с теперь. ребенком. Да это жена хорошо. была. Ты будешь вечно молодой. Вечно молодым не буду, точно. Но здесь-то все равно видно, видите, старею, как бы. Масочки, Тёмочка, Да масочки. я чего, да ладно, что париться? Ну, я же не Ну, да, это, маленькая, я же не парюсь, как бы, как есть, так есть. Увидел ты. Я и не замечаю, я делом просто занимаюсь, и все своим. Молодец. А лысый? Лысый. Ну, не, Сеем, да, конечно, не потихонечку. Димка, но все равно. А Леша жив? Ну, Да жив. если там еле дышит. Алкоголик? Да алкоголик. С матерью, Омске с живет, матерью, с матерью. да. Муромцева? Стрельник. Он Ну, они там же из уехали с Казани. Муромцева, Нет, там они с с село Стрельник, Серебряное. 125 Серебряное, километров. А какой район, я уже забыла, Горьковский. Ой, Иртыша. Так странно это все. Я просто помню в детстве, когда еще Ну, всё было никто не был хорошо тогда. алкоголиком, но такая Да, здоровая семья была, такие Да, какие-то ну, корабли, правильно. помню, дяди Отец, Витя да, все стояли. эти, да, он уже все мастерил, эти модели все. Не было ощущения, что что-то идет не так. Ну вот, видите, как бывает. А он в школу туда ходил. Папа ждет, ему на работу надо.
А он, говорит, ходит по роще, ворон считает, рот открыть. А Артем с балкона орет, давай быстрее домой. Ну, ему надо дверь открыть, чтобы запустить. И я наблюдал за реальностью просто. Мне интересно было. Смотрел, как что устроено. Небо, птицы. Ну, вообще за ситуацией следил. За мировым порядком. Первый акт готов. Кать, Дима. Будем просто знакомиться с текстом. Никакой необходимости где-то сейчас присваивать или еще что-то такое. Кто хочет, тот берет и читает. До сих пор стыдно вспоминать случай 20-летней давности. Ну что ж, расскажу. Стыдно до сих пор. В общем, что-то пошла какая-то эмоциональная волна, я стала кричать на маму, дико, истерически. Наверное, мама плакала. Вот я только представила, что мама из-за меня плакала, сразу сам заплакал. Прости, мама. Папа наверняка тоже переживал, но я об этом меньше помню. Он был менее виден с этой своей стороны. И роль у него такая, отец. И нрав сформирован, закрытый. Кстати, папа, я часто на своих площадках в интернете рефлексирую о семейном. И часто упоминаю маму. Тебя реже, но это нормально, по-моему. Так как я вообще понял сейчас, что когда говорю «мама», имею в виду своих. В виду обоих. Просто так вышло, что мы с тобой во все эти социально-исторической каши на окраине провинциального миллионника в 90-е нулевые жили без культуры, подлинного разговора. Ничего с кем не бывает. Теперь вроде нормально говорим, а надо близ года. Мы вот с мамой сидели на кухне, когда я был дома 3 дня в феврале, обедали. Я в очередной раз очень остро ощутил вот это уходящее время. Я еще норму вот этого нашего по дефолту минималистичного общения, даже если мы рядом и даже если давно не виделись. Когда я приехал недавно, ты был рад, обнимался, сидел за столом, но в целом быстро уходил на диван отдыхать. Ты еще болел, без нормальной возможности уйти на больничный. И вот как-то так раз и отдельно. Я привык думать, что мы любим друг друга молча, и это правда. Время уходит. Ведь именно благодаря вам я это понимаю. Глядя на то, как меняются ваши тела, отношения, привычки, как ты из одного человека превратился в другого, как стал белок в роще кормить, вспомнив свою деревенскую нежность к природе, наверное, как курить бросил, хотя это оказалось фантастикой. Вот и на кухне с мамой я смотрела на то, как она наливает мне кофе, как рассказывает о репрессивной глупости своей напарницы по работе в аптеке, как рассуждает по поводу отложенной из-за реформ пенсии. Вижу, как маме становится тяжелее, я вижу, как ты заботишься о ней, что мамин диабет вообще стал для тебя какой-то новой точкой восприятия ваших отношений и судьбы. Мне видно, как мама стареет. Я понимаю, как идет мое время. Ведь несмотря на то, что я всем кажусь гораздо моложе, я тоже скоро исчезну. Скоро буду иметь дело с хроническим недомоганием в теле. Да, я уже пока терпимая, я смотрю на маму, и так мне вдруг тоскливо стало, что вот она жизнь, и что вот она проходит, и что не верну. Да что ты будешь делать? Что вот она проходит, и что не вернусь назад в детство и не пособирать грибы в роще в том детском состоянии. Ладно, дальше минут 10. Чувак, вот эти деревья сейчас обрезаны, они были очень высокими. Здесь как бы другое ощущение двора было совершенно. У нас даже кошка, которая на рабочем столе у мамы сейчас, она залезла однажды на тополь очень высоко. Ну, там реально деревья были этажей в 6. И она несколько дней там просидела. Ее потом доставали. И вот это вот двор, в котором я вырос, дружище. Здесь я играл в детские игры, здесь я пил самогонку, влюблялся, играл в футбол, делился секретами с Юриком, с моим лучшим другом, который вот здесь на 2-м этаже жил, а я на 3-м. Что это вы тут
Очень приятно. Просто Да, Артем. я представляю, сколько у тебя сейчас это наплыв чувств, да? Там, наверное, ох. Ну, конечно. Всех с родственниками встречаюсь. Сколько лбов было разбито об эту балку просто. Вот-вот, да. Тысячи. Это то. Просто бум, вот так вот. Прекрасно только. Это Надя Мороженова, моя одноклассница. Я не видел ее 20 лет. Внимание, дружище, внимание. Это дурдом. Эта пятиэтажка называется дурдом. Это общага. Здесь всякая, хтоничнейшая хуйня происходила. На первом этаже лечебница для алкоголиков и наркоманов, а сбоку находится легендарный магазин «Киборг», в котором продавался алкоголь 24/7 все эти годы. А «Киборг» всегда менял свои названия, только народ всегда называл его «Киборг». Не знаю, как сейчас на самом деле. Слушай, а как сейчас этот магазин называется? Мы не знаем. Киборг. Киборг. Просто когда я здесь жил, мы называли его Киборг. И мне стало интересно, называют его. Я да, 15 лет назад. Моей школы. Я вторую заканчивал. Блять, это моя столовка. Свою бывшую школу, а чё, какой вопрос? Вообще вопрос, что территория сейчас закроется, выходите. 5 минуток, пожалуйста. Я просто приехал специально в старую школу увидеть. Издалека. Днем надо было прийти увидеть. Да я маршруты, понимаете? 3 минуты, ладно, 3. Это, ты знаешь, вот это абсолютно такой вот сайт-специфик индивидуальный, потому что невозможно отвязаться от этого места. То есть это как призраки, они меня наполняют и пронизывают вот тут. Я иду как бы совершенно другими установками, ощущениями пространства и мира на физкультуре с классом, за Ольгой Борисовной, чтобы вот здесь 60-метровку. Давай я 60-метровку сделаю сейчас. Короче, я был лучшим в классе, и 60, и 100 метров. Я просто вот так вот делаю. И здесь соперник из класса. Готов? С одной стороны, это какое-то приятное чувство здесь оказаться. Причем это удовольствие, его трудно объяснить, оно тоже состоит из очень разных удовольствий. И созерцание текущего времени, и воспоминания о детстве, о том,
действительно беззаботном ощущении о том, какая перспектива тебя ждет. И немножко тревожно тоже, потому что здесь были конфликты, здесь были страхи своеобразные. И с одной стороны, я как бы счастлив, что я взял это все под контроль, и я сейчас просто гость и наслаждаюсь сайт-специфик воспоминаниями. А с другой стороны, как будто бы порождается новая тревога, что все это остается. И те минуты ужаса могут ждать меня в каком-то другом воплощении. Блять. И самое главное, фундаментальное ощущение — это насколько я изменился. Ну, то есть я же был абсолютно адаптирован к жизни здесь. Но сейчас я понимаю, что я не могу здесь жить, я бы не смог здесь больше жить по разным причинам. Вряд ли это какой-то страх, но хотя видно, что среда к такому, как я, была бы агрессивной. Я там не бабушка, которую никто не замечает. Я такой молодой парень, со мной хочется попиздиться обязательно. Вот. А мне как бы это уже не интересно, да, я думаю, в каких-то других категориях мне нужна другая среда, просто теперь для меня что-то другое стало естественным, а это просто парк воспоминаний. Куда, блядь? Надо домой идти, мама зовет есть. Я вчера записал себе листочек. Вопросы, касающиеся таких вещей, как повторы, длинноты, чужой свой поток, да, все вот эти вещи носят исключительно эстетический характер. И эти ответы существуют, понимаете, ребят? И либо мы как бы воспримем эти ответы и попытаемся разобраться, как это работает, либо просто не будем тратить на это время, потому что нет более ценного ресурса, чем личное время. Я не люблю отжимать чужой ресурс человеческий. Вот. Поэтому у нас вообще не получится конфликтовать. Я вам сразу. Это просто нереально со мной, не сработает. Бывает? Да. Мы просто будем как бы как осенние листики распадаться. Зря я так сказал. Вот. И я хочу, чтобы мы сейчас прочитали этот текст насквозь. Я понимала, что надо идти на крайние меры. У журналистов было мало вопросов, у спикеров пока мало многобора. На данный момент у меня в заметках накопилось сразу несколько важных сюжетов, которые обязательно надо записать. Ощущение, что в силу самых разных воспитаний, спортивного, уличного, анархистского, родительского, интеллектуального, я превратился в монстра-экспериментатора. Скоро приедет поезд до нашей точки, надо будет вытаскивать вещи, вызывать такси, ужинать с родителями и Олегом. Завтра сбор с труппой 5-го театра в 11:00. Почему-то заранее люблю каждого мяча. Очень трепетное чувство, как будто чудо должно случиться. Очень детское чувство. Да ладно! Женя, это первый акт. Все нормально. На. Это первый акт? Ты ж слышал! Без меня, пацаны. Я надеюсь, что у вас там проект получится. Ребята, многие заинтересованы. Ну, слава богу, Женя, с первого дня повторяю, что специально, чтобы возник цивилизованный фильтр, да, что я знаю, что будет непонятно. Зачем тогда это делать, если вы знаете, что это будет непонятно? Нет, но он найдет соратников. Сейчас, секундочку, мне кажется, ты не услышал непонятно. Части людей. Части людей. Ну вот смотрите, из нашей части людей, даже вас лично знающему человеку непонятно. Кому какой-то сюжет, нету никакого, ни хера, простите, ни сюжет, ничего. Какая проблема? За что умирать? В театре нужно за что-то умирать артистам. Ну да, мы, конечно, все это обостряем. Мы должны, сыграть, мы же должны... Я понимаю, есть кусочки,
скажу, что талантливо написанные кусочки, эмоциональные, которые цепляют, вот Олесю там цепляют, еще кого-нибудь. Но как бы абсолютно, ну мимо, понимаете? У меня еще никогда в жизни такого не было, чтобы я сидел и вот так вот хотел вот так вот сказать человеку, режиссеру или драматургу. Никогда в жизни. Ну, поздравляю, первый раз. Спасибо. Есть некий разрыв понимания, и как бы это ни звучало, все-таки призываю как бы более холодно смотреть на эту мою мысль. Да. Но она есть, она существует. И как бы я ничего, кроме доверия, попросить не могу. Потому что, мотивировать, это в смысле рассказать, как это работает, поверьте, очень много надо рассказать. Поэтому это только в процессе может происходить. Нет, рассказать и, к счастью, рассказать о чем? Ну, я рассказывал. Что, а приехать поставить спектакль о себе? Да, я много чего помимо этого Вы рассказывал. что, Достоевский? Может Станиславский? Егор, ну не хами. Может быть и лучше, да. Кто знает, время рассудит, кто я. Простите. Да ничего. Можно я одну минуту займу ваше время? Как женщина уже практически пенсионного возраста по старой реформе, и смотрящая на время, прошедшее в моей жизни также периодами, которые мне были близки или не близки, я считаю, что похвально ваше желание разобраться в процессах вообще протекающих и в России, и в городе, и вообще в принципе в новом тысячелетии, да, в котором вы, я так понимаю, уже жили на свете, судя по количеству лет. Были подростком, когда это все происходило. Поэтому мне интересно донести до зрителей разного возраста, и таких, как моя дочь, 16 лет, и до бабушек, которые старше меня по возрасту, что время – это не конструкция, которую построили мой геройский дед, например, на войне. Это не та конструкция, которую они строили, а мы должны ее продолжать. Они ушли, и с ними их конструкция рухнула. Мой отец строил другую жизнь, по другим законам. И он умер, когда на его глазах то, что он строил, рухнуло. Вы строите сейчас, молодые, какую-то свою жизнь. И вам наша жизнь кажется дебильной просто, наши взгляды уродскими и так далее. Поверьте, ваши конструкции тоже рухнут, когда на вашу смену придут другие молодые. Мне кажется, в данном случае Артем Томилов как персонаж пытается подняться над этими сменами времен и пытается понять, как человеку любой социальной принадлежности, возрастной принадлежности, мировоззренческой принадлежности, как не сломаться в меняющемся времени, как его принять, что оно меняется, и попытаться меняться вместе с ним. Я вот так это вижу, и я хочу посмотреть на себя и свою жизнь глазами этого персонажа. Я хочу почувствовать, куда идет 20-е годы 21 века, иначе я сдохну. Потому что то, во что я верила 20 лет назад, 10 лет назад, этого сейчас не существует. Не существует. Я вижу, как вы, молодые, смотрите на таких, как я. А я живая, и у меня впереди еще 30, 40, 45 лет. Изобретут таблетку, прости господи, 50 лет еще впереди. И что? А вы через 20 лет станете такой, как я. И если вы сейчас, в своем молодом возрасте, Егор, я обращаюсь к вам, не признаете в себе, что вы начали обрастать железобетонными стенами, если вы в себе не почувствуете этих стен и не попытаетесь их разрушить, если вы не останетесь как молодой человек в потоке вечного изменения, то к моему возрасту с вами будет вообще невозможно разговаривать. Я боюсь. Молодым, во всяком случае. А мне казалось, что наша профессия как раз предполагает открытость всему новому. Простите, сейчас происходит в чистом виде чайка. Вот в чистом виде. Ну ладно.
И тем не менее, когда-то и Чехова считали говном на палке и проваливали Чайку просто сознательно. Ну, если уж так говорить, да? А Хлебникова, например, Велимира, вообще, мне кажется, 95% нынешнего населения просто не знает и не читала, например. А он в свое время был просто основателем целого направления и так далее. Мы не можем знать, что будет дальше. Мы живем здесь и сейчас. Здесь и сейчас я хочу жить. И если жизнь подбрасывает мне этот материал, я хочу в нем разобраться. Так же, как в Достоевском, Чехове и так далее. Что я в нем понимала 20 лет назад в Чехове и Достоевском? Да нифига. Вот на красненькую сразу жми и снимай. Оп. Оп. Не выпускай из рук, прям пытайся привыкать к ней. То есть прям, мне кажется, они привыкнут, что ты будешь так вот ее держать. И она довольно ненавязчивая, это не вот эта балдура. Вот. Прямо не отпускай. Олег, мне главное еще успевать спектакль делать. Ты же понимаешь. Хорошо. Но камера отличная, хорошо, что она снимает по-другому. Надеюсь, что это станет приемом. Да, и вот эта эстетика, которую я вижу в окошке сейчас, она как будто немножко отсылает к моему прошлому. Абсолютно, абсолютно. И этот зум прекрасный. Вот на девочку можно хоп и приблизить так вот очень резко. Сокращаю текст. Сделали первую читку, я послушал ее и на слух изучил объем, изучил повороты и теперь работаю, сокращаю. Вот не знаю, как я тут собрался худеть, потому что мама каждый день делает что-то невероятное. Ну, классика просто. Блины, закуски, сладкого очень много здесь у нас. По мелочи. Готовится уже курочка. Тут как бы супчик, второе, куча каких-то банок, колбасы, сыров. Все это очень вкусно. Но ощущение, что живот просто раздувается. Потому что, конечно же, хочется есть больше всей этой вкуснятины. Но включаем силу воли и терпим. Сейчас будет встреча, смотрите. И прошли мимо амичи. I know the truth is you won't love me until I'm gone. And even then the things alone are gone. Look at the way we live. I wasn't like my kid from the world. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we're here. Конструкцию сегодня нам ее начнут делать. Это будет такая смешная, реально дверь маленькая, вот такая, как в данном. Вот. Там как бы в нее заходишь. Тихонько. Кому-то подобное покажется не близким, ненужным, не соответствующим ожиданиям, и поэтому я предлагаю договориться. Ну, то есть выработать временную модель восприятия. Ну, к примеру, мы попробуем с вами побыть вместе хотя бы до антракта. Кто захочет пойти дальше, останется, а кто начнет отчуждаться, сможет уйти. По дороге из театра в центр такой новый район возвели. Девяткино мне немножко напоминает. Хочу прям как в Девяткино сейчас на турничке повисеть, размять спину, под
прокачаться. А то сейчас в банкомате посмотрел на себя, думаю, Томилов, какой ты, блядь, субтильный. Давай, занимайся спортом, бро. Опа, опа. Здесь уже стол. Я после Лизы, да? А Лиза будет? Потом моя, потом одно предложение про рощу. Про рощу. После рощи моя финальная. Финальная машина. Что это постоянно, бесконечное повторение. А, рыба у меня так. Подожди, я, потом Дима, потом моя. Теперь вот там жизнь моя! И ты приснилась мне! Про Омск вообще всегда говорили, что его строили петербургские архитекторы. Действительно, когда гуляешь по центру, по самому центру, по Ленина, по Любинскому проспекту, ощущение маленького Питера, драмтеатра. Пацанам, наверное, вообще плевать, что в драмтеатре идет. Я плюю на закон, а вы меня волочите. Да не за что, ёбаный, мой хуй порвал. Идет куда-то. Амич с моего района. Пока я в Омске, роща зацвела. Все стало зелененьким, красивым. Вот еще один амич идет куда-то по моему району. Хорошо, ему тепло, наверное. О, еще одна амичка идет куда-то по своим делам. В курточке. Хотя тепло вроде. Тепло же. Чего ты в курточке? Две. Мало ногти, покажи. Какие ты себе сделала. Мы будем смущаться. Да, мы обычно по другую сторону откатим. Расскажите, что самое сложное в работе журналиста на телевидении? А я тоже работал на 12 канале. Да? Серьезно? 15 лет назад, да. Не, ну это же для фильма, да? Ну, это же нужна фактура, да. Я должен все снимать, что со мной происходит. Да, я уже сросся, у меня уже все, я уже ставлю повсюду. Осторожно, да-да-да. Это мама мои архивы достала. Ну, то есть сейчас я вот, как вы видите, пользуюсь в основном электронными средствами, как бы вообще против широкого использования бумаги. Но когда-то, вот пьесы какие-то, я сейчас, чтобы я распечатал сейчас пьесу, это, я не знаю, что должно произойти. Это не моя пьеса. Это Ипсон. Как вы отнеслись к идее создания спектакля, ну, вот такого, да, автобиографического? Не, ну когда он первый раз сказал, я немножко удивилась. Я помню, он один раз сказал, я, может, тот сын, который сделает родителей знаменитыми фамилию. И вот думаю, вот как раз он приехал в город Омск, и еще и спектакль так называется, да, это все звучит. Ну, посмотрим, увидим.
Что, сколько мне лет? 20, наверное, 21. Угу. Еще какие версии? 22, наверное. 19? 22. Ага. Это будет первый день снято на камеру. Давайте я буду снимать эту игру. Стоишь на воротах, понял? Если не станешь, я тебе... Дай мне, пожалуйста, дай мне. Тебе? Окей. Все, го, поехали. Кого, с кем? Я с тобой. Давай. С камерой. Тихо. На воротах вставай. Ладно, кому дать? Мне. Так, короче, мы так никогда не начнем. Давайте по голу. Один на воротах стоит и все. Арслан! Дай покататься, если встанешь в ворота. Ну ладно. Артем, я с тобой играю. Артем! Оп, давайте. Давай я сниму. Ой! Камеру вырубай. Ой, я гол не заснял. Андрей, можно на самокате? Главное, камеру сохранил, вот это вот движение мне Андрей, понравилось. Давай, вырубай. Я уже начинаю весь гореть огнем. Сейчас покроюсь пятнами весь. Шея покроется, лицо, все пятнами у меня покрывается. Что скажешь, пап? Ничего пока не скажу. Артем, ну нельзя нервничать. У меня, видишь, лицо и так горит все нафиг уже. Артем, не надо снимать. Папка рассказывает, как сегодня в раздевалке техничка меня нафиг гоняла голова. Короче, Чего хоккей не смотришь, пап? Да я отдыхаю, видишь, у меня плохо, и сам смотри. Я впервые в жизни такое вижу, чтобы папа не смотрел хоккей, когда он идет. Это еще и финал, в котором играет Омский Авангард. Поистине что-то изменилось. Я просто такого никогда не видел. Мы в этой ситуации находились в 2004 году, когда Омский Авангард выиграл Металлург. Вот также вместе смотрели дома хоккей. И это был праздник для всего Омска. Я хорошо помню, как в ту ночь в Омске все друг друга любили. Вот, я как в иммерсивном спектакле сейчас нахожусь про самого себя. Все как тогда, только иначе. Ну вот, все. Можно стелить постель. Сразу двое наши удалились. 5-3 остались. Выкиньте вы шайбу. Просто проброс. Вот сейчас просто проброс сделайте. Так наши выигрывают. Да, мам, выигрывает. Осталось 56 секунд. Чувствую. Пошел туда с балкона. Артемка второй раз вписывается в этом деле. Я говорил, что он счастливый.
все были, и Ксюша была, и Артем был. И вот сейчас все здесь дома у меня нафиг. Папа счастлив. Ну что ты чувствуешь, пап? Спустя 17 лет чемпионства. Да чё, 17 лет быстро пролетели. Что тогда такое же чувство было, что сейчас такое же чувство. Рад я, Артема, рад. Это наш авангард. Жарят шашлычки. Вообще в Омске очень много таких локаций. Простых, доступных, никем не контролируемых. Где-то в Кустиках, на старом стадионе. Можно сказать, на руинах советского величия. Спокойненько, по-свойски. Можно пожарить шашлычок. Не запариваясь. Немножко так уютно. Травка, деревья, воздух. Какой-то мусор, бетонки. Родные ландшафты вот таких домов. Так, вот наши 3 окна. Все горят. Балкон. Детская. Кухня. И сейчас там собрались сестра, мама и папа. И я сейчас туда поднимусь тоже, и мы за долгое время вместе окажемся в одной квартире. Много лет нас там не было вчетвером. Сейчас это сбудется. Привет. Мам, все собрались. Папа еще постельно. Разулся сначала. Разулся. После рабочего дня с работы пришел сын. Вот и папа дома. Папа дома. Чего? Ну, подушечку. Не знаю. А, Анжелики. Вон он стоит в рыжей куртке. Йоу! Друзья, с появлением в нашем славном городе. Ой. Не сжарился? Ты бы как рассказал, если совсем коротко? Что за этот месяц было? Да нет, если совсем коротко, как-то просто все синхронизировалось и утряслось на самом-то деле. Все в органичное состояние пришло. И работа, и пребывание в городе, не знаю. Мне кажется, что я как-то вернул город себе. Мне все понятно про него как-то стало. Привет! Куда вы? Стойте! Воспоминания, там самое главное это воспоминания. Говорят, что спектакль вы решили поставить по самому себе. Это правда? Да, так и есть. Он даже называется моим именем. Просто я превратился в персонажа. Я как такой, как оборотень, понимаете? С одной стороны свой, с другой стороны уже не свой. И за этим состоянием может быть очень интересно наблюдать. Какой смысл?
бродить вокруг да около. То есть если мы хотим куда-то к правде, то надо к ней идти. И вообще проговор — это одна из главных ценностей сегодняшнего дня. Здравствуйте, Артем Тунин. Все у нас хорошо. Понятно, спасибо. Не будем задерживать. Я всегда хотел выйти сюда, на сцену 5-го театра, и всем своим существом почувствовать единение с городом. Благодаря вам, вашему вниманию, я раз за разом буду оживать в этом пространстве и оказываться в моменте сбывшейся мечты. Ну потому что пока вы смотрите спектакль, я реально существую в этом пространстве. Я становлюсь вами, а вы становитесь мной. Кстати, пап, я часто на своих площадках в интернете рефлексирую о семейном и часто упоминаю маму, тебя реже. Но это нормально, думаю. Вообще понял сейчас, что когда говорю «мама», имею в виду обоих. Ну просто так вышло, что мы с тобой во всей этой социально-исторической каше на окраине провинциального миллионника в 90-е нулевые жили без культуры подлинного разговора. Ничего с кем не бывает. Это было круто. Это было круто. Ну все, спектакль готов. Завтра премьера. Эй, за гаражами злые кутежи приезжают.